Эй, Юр, ты что тут делаешь? Сейчас гости у нас придут. Две девчонки, спортсменки. Не хочу ударить грязь лицом. Очаровательные дамы сегодня у нас в гостях, и первый вопрос будет про бодибилдинг. Как-то все-таки принято считать, что бодибилдинг – это все-таки мужской вид спорта. Как вы считаете? Как ты считаешь? Так ли это или нет? Ну, бодибилдинг – это же спорт, а для нас важно быть подтянутыми, красивыми, спортивными, здоровыми, в конце концов. Поэтому я считаю, что это не только мужской спорт, а спорт нужен всем. Угу. Как так получилось, что вы познакомились? То есть Анжелика пришла заниматься к тебе, или вы уже давно дружите? Я пришла заниматься к Лене. Ее Бог ко мне направил. Мне на самом деле ее посоветовали. Вот, и я не очень представляла, что значит занятие с персональным тренером, но она выжила из меня в первую тренировку все, и вообще даже больше. Мне казалось, что я не могу больше сделать ни одного подхода, и работала на пределе возможностей. И я поняла, вот этот тренер, она из меня сделает как минимум красивую, подтянутую девушку. И я поняла, что с ней я буду работать и буду строить классное тело. А как максимум машина для убийств? Это когда тебе кажется, что ты не можешь, но тренер на тебя орет или скажет такую фразу, что ты поймешь, что надо доделать, ты можешь еще больше. То есть она тебя вообще не жалела? Вообще. Не жалела, но при этом еще вдохновляла, мотивировала, подбадривала. Угу. Ну, то есть вот такой тренер нужен, да? Конечно, конечно. Чтобы там с тебя всем. последние соки выжимал, ты потом делал. Анжелика у Неужели нас я пришла. столько сегодня пила? Да, у нас Анжелика пришла в зал с мечтами через месяц иметь кубики на животе. Два, я была реалисткой. Да, хорошо, 2 месяца. 2 кубика? 2 месяца Два и 6 месяца. кубиков. 1 кубик. Ну, в месяц по кубику Да, нормально. конечно, да, она пришла с такими амбициями, что через 2 месяца у меня, да, должны быть 2 кубика, 1 кубик, не знаю, что через полгода у нее должна быть накачана 5-я точка, и совсем через полгода практически она станет уже фитнес-бикини, и в процессе работы она поняла, что это далеко не так, это сказки, такого не бывает, это долгая и кропотливая работа. Даже сейчас я занимаюсь 2 года, и я понимаю, что работа только начинается, и далеко не все идеально и так радужно, как мне хотелось, а надо непрерывно работать над собой. Лена, во время занятий со своими клиентами ты стараешься погрузиться полностью в тренировочный процесс, или все же вы на какие-то отвлеченные темы разговариваете, чтобы там поддержать беседу? Я отвечу так, что в процессе упражнения моя голова и голова клиента думают исключительно о тренировке, о упражнении. Но, конечно же, мы все живые люди. Мне нужно клиента и отвлекать, и заговаривать, и забалтывать, и чтобы ему не было это как-то в тягость тренироваться. То есть я и психолог тоже. Мне нужно как бы работать и психологически с клиентом. Потому что совершенствование тела – это не только физическая работа, но и умственная, конечно же, тоже. Да, мы разговариваем на отвлеченные темы. Также. Бывает ли такое, что после тренировки вы, пообщавшись с человеком, то есть, становитесь друзьями, общаетесь, поддерживаете как-то еще? В большинстве контакт? случаев. Понятно. Какие-то интересные, возможно, были там, судьбоносные даже встречи, нет? Судьбоносные встречи были, об этом немножко история умалчивает.
Такое бывает очень часто, потому что мы становимся в процессе работы очень близки. Люди рассказывают в процессе тренировок свои проблемы. Как так получилось, что они там запустили, к примеру, да, свое тело? Человек не запускает себя только физически. Это все начинается с ума. Вот отсюда все начинается, все проблемы. Вот. И, соответственно, нужно нащупывать корень проблемы и искоренять его. И в процессе работы, когда ты общаешься с клиентом, когда вы делитесь друг с другом очень интимными моментами, очень личными, скажем так, конечно же, мы начинаем дружить. Мы становимся далеко не только тренером и подопечным. Это что-то уже большее. Мы знаем про серебро в чемпионате Поволжья и Самарской области по бодибилдингу 2017. Какая работа была проделана, вот, чтобы получить серебряную медаль? Я думаю, Анжелика ответит на этот вопрос. Очень хотелось бы ее послушать. Работа начинается, на самом деле, над телом 2 года назад. И для того, чтобы дойти до этой формы, 2 года упорных тренировок, позирования, подготовка к прошлым соревнованиям, подготовка себя психологически, бессонные ночи за шитьем купальника, настройка себя на какой-то успех, на нужный лад, на то, что чувствовать себя уверенно и качественно, назовем это, на сцене. Но самая кропотливая работа начинается, наверное, самая сложная за неделю до соревнований, когда мы с Леной продумываем какие-то моменты, прическу, макияж, когда уже купальник готов, смотрим, как это все будет выглядеть полным образом. Лена уже дожимает, подбадривает тебя психологически, потому что последние шаги самые сложные на самом деле. Тебе уже кажется, что ты не так хорошо выглядишь, может быть, что ты не успеваешь, а тут Лена уже начинает тебе говорить: все хорошо, ты молодец, мы движемся в правильном направлении. Вот. Успокаивает так. Да, задает нужный лад. А что послужило выбором, то есть вот именно вот этого вида спорта? Это красиво. Нам же, девочкам, хочется всегда быть красивыми, а тут такая сфера деятельности, когда ты можешь проявить свою красоту, кокетство, может быть, женственность, спортивность. Ты будешь красиво ухожена, и это классно. Ну, то есть для себя, в принципе, это как основная цель, да? Да, быть красивой. Понятно. Лен, вопрос больше все-таки к тебе. С какими пожеланиями чаще приходят клиенты? Похудеть, набрать мышечную массу? Если честно, и с теми, и с теми. Давай честно. И с теми, и с теми. И мальчики приходят. Я тренирую также мальчиков, не только девочек. Приходят с желанием набрать мышечную массу. Девочки зачастую приходят с желанием либо похудеть, либо нарастить 5-ю точку. Это очень важно. Это центр Вселенной, это пункт управления всем миром. Ну, все-таки в процентном соотношении похудеть все же больше приходит, либо набрать мышечную массу? Слава богу, тенденция похудения уже немножко снизилась, потому что люди более-менее все равно сейчас уже себя... Ну, кризис, понятно. Да, в стране. Больше все-таки приходят с целью нарастить. Нарастить. Да. Упругую, да? Понятно. Вот. Сейчас у нас рубрика «Золотая рыбка». Девчонки, представьте пляж, пальмы. Вы сидите со спиннингом на берегу и ловите золотую рыбку. У вас есть по 3 желания у каждой. Какие это желания будут? Давай начнем с Анжелики. Я прям загибать буду, давай. Поучаствовать в Мисс Олимпиа. Поучаствовать и победить. И победить обязательно. Это второе желание. Ага, ну давай пусть будет одно, что тратить-то. Все равно ты уже приехал. Второе желание. Переехать жить в Америку. Создать счастливую семью. Елена. Она мою 3-ю своровала. Ну, желание может повторяться. Ладно. Первое. Это, у меня все есть, если честно. Все Рыбка нормально. на воздухе. Ей тяжело. Я хочу, чтобы у меня были здоровые родители. Вот. Это первое, самое главное. Второе мое желание
записать диск, наконец-таки, который я никак все не докончу. Вот. И третье желание, это, конечно же, создать крепкую, полноценную, хорошую семью. Мгм. Девчонки, я уверен, у вас есть большой список желаний, но тем не менее, какие желания уже исполнились на данный момент у вас? Я хотела участвовать в конкурсе фитнес-бикини, поговорим опять о спорте. Для меня казалось это недостижимо. Мгм. Девушки на сцене мне казались просто какими-то, я не знаю, звездами. И мне казалось, что это... Богинями. Да, богинями. Это нереально. Это ее любимое слово, кстати. И поэтому, когда я исполнила, я поняла, что все достижимо, все реально, просто нужно работать много с правильными людьми, и тогда ты можешь добиться, ну, практически любых высот. Мгм. Елена. Вы знаете, а у меня все исполняется. Вот все, что я хочу, все исполняется. Ну, то есть можно было и рыбку не мучить. Немножко, наверное, иногда стоит помучить себя, чтобы что-то достичь. И все будет тогда. Я всегда мечтала о таких подопечных, об ответственных девочках. У меня сложный характер. И я всегда, вот Анжелика очень так тяжело вздыхает, прекрасно понимает, о чем я. Я всегда мечтала о команде, которая будет работать вместе со мной, Мгм. проходя и характерные там моменты. Ну, много, в общем, Ну, всего. как в отношениях, прям что сначала притирка идет, потом Конечно, конечно. появляются какие-то У нас результаты. 2 года притирка уже. Я обожаю свою команду, очень люблю своих девочек, и сколько бы я их ни ругала, и они меня любят, я это точно знаю. Проходили мы с ними через очень многое, и через хорошее, и через плохое. И мы вместе. И они меня не подводят. Вот об этом я мечтала. Я мечтала о любимой работе, потому что я считаю, что человек, если не любит свою работу, то это каторга уже какая-то. Я очень люблю свой фитнес-клуб, люблю своих руководителей, мне с ними очень сильно повезло. Вот, они у меня очень сильно понимающие, идущие люди навстречу, а такие мне люди очень сильно нужны. У меня классные друзья, у меня классные родители. У меня все хорошо в этой жизни. Ну, Все всё, исполняется. в общем, идет так, как надо, Да. да? Расскажите нам о правильном питании. Как нужно питаться, что вы сами предпочитаете есть, чтобы быть здоровым, красивым? Как относитесь к сладкому? Сами готовите? Ну, если вопрос сейчас адресован именно ко мне, Ну, к вам вообще. Можно да, начать. то я сладкоежка. Честно, на камеру признаюсь, я сладкоежка жуткая. Но я знаю, когда это делать, что есть, что сделать после того, как ты съела, чтобы это не отложилось. Вот. Я вам скажу так. Диет всяких разных очень много. Если вы любите поесть, любите все это отработать. Это во-первых. Во-вторых, совет номер 2. Все углеводы употреблять в первой половине дня. Мгм. Вот. Если вы хотите, конечно же, чтобы у вас было хорошее, красивое, здоровое тело, кушайте часто, дробно, больше овощей в вашем рационе должно быть. И не забывайте про витамины. Вот. Анжелика, сама готовишь? Да, но на этапе подготовки к соревнованию у меня только курица, гречка, яйца, ну какие-то вещи, которые я уже научилась готовить настолько, что другой для меня приготовить достаточно сложно. Мгм. Вот. А вот это вот все я готовлю идеально. Имейте в виду. Лен, много таких людей, которые приходят позаниматься 2-3 месяца и потом пропадают? Да, слава богу, что нет, немного на самом деле, но такие люди, конечно же, есть. Вот. В этот момент очень важно, чтобы они попали в руки к хорошему специалисту, потому что Что тренер... пугает? Нагрузка? Да, да. Люди, очень многие, очень ленивые. Очень ленивые. Им лень. Люди, похоже, думают, если купил абонемент, то это уже полдела, да? Это уже полдела, да, они так считают. Вы знаете, можно и 3 часа в спортзале провести и сказать, что я был 3 часа в спортзале. Ну, 3 часа это ни о чем не говорит. Можно и возле зеркала провести 3 часа и сказать, что ходил в спортзал.
Тут дело в другом. Самое главное, чтобы такие люди попадали в нужные руки к хорошим специалистам, которых будет мотивировать. Иногда людей надо заставлять. Иногда. Мы все живые люди, мы все можем полениться. И я в том числе, конечно же. И вкусняшки я поесть люблю. Но мы должны понимать, для чего нам это надо. Мгм. Какой в итоге мы результат хотим. Был ли у тебя такой переломный момент, когда ты хотел все бросить, больше не заниматься, тебе тяжело, ты хочешь тортик? Был момент, когда мы с Леной поругались из-за того, что я не могла делать упражнения, и она сказала, что типа либо ты доделываешь, либо уходишь. Я Мгм. говорю, я не могу, я уже вот плачу. Она говорит, плачь и делай. Она такая, ну, ответила мне, что все, тренировка окончена, и я подумала, что она со мной больше никогда в жизни не будет заниматься, если честно. Вот, и я тогда подумала, что все, очень грустно, мне придется искать нового тренера. Но тем не менее. Тем не менее, да, мы преодолеваем слезы, мою лень и идем дальше работать, работать, работать. Мгм. Да, это опять же очень тонкий психологический момент. А, Когда тренер должен немножко дать своему клиенту, своему подопечному самому подумать, для чего ему это нужно. То есть оставить его в покое, наедине со своими мыслями, дать все переварить, чтобы тот понял, надо ему это или не надо. То есть я преподнесла все, я отдала от себя все, что я могла, и отдаю все, что я могу. Другой вопрос, для чего ему это нужно, и нужно ли ему это вообще. Мгм. Вот. И в такие моменты, особенно в периоды подготовки, когда девочки сидят на сушке, когда у них гормональный фон очень сильно скачет, когда у них волнение и кучу сомнений, получится у них, не получится, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, как тренер, я должна все это понимать и оставить иногда людей в покое со своими мыслями, Мгм. но продолжать мотивировать. И если вдруг такие инциденты происходят, а они будут происходить, потому что девочки, которых я готовлю, это немножко другие для меня люди. Это не мои клиенты. Это люди, на которых я совершенно другие ставки делаю. Если вдруг такие ситуации произошли, то каждый тренер, он обязан взять себя в руки, проявить мудрость свою, понять, что люди нервничают, люди переживают, тем более девочки, они очень эмоциональные создания. Он должен себя взять в руки и сказать, все, давай начнем заново. Мы не к этому шли. Это не наш результат, это не то, к Соберись. чему. Конечно, соберись, тряпка. Анжелика, во сколько тебе обходится удовольствие заниматься бодибилдингом, то есть спортом вот этим? Тренажерный зал, давай посчитаем, питание, то есть это вообще дорогое удовольствие? Тренажерный зал, ну, можно взять абонемент по акции, там у тебя выйдет там 1500 в месяц. Питание, я недавно посчитала и поняла, что когда ты ешь всякие вредняшки, типа шоколадок, и покупаешь, например, курицу, которой тебе хватает на 1,5-2 дня, то у тебя по сумме выходит все то же самое. Только разница в том, что шоколадками ты не наешься, а полноценной здоровой едой ты наешься и еще будешь чувствовать себя прекрасно. Мгм. Поэтому можно же ходить в какие-то там другие места и тратить деньги на те же самые развлечения, просто для того, чтобы жить на полную катушку, назовем это так, а можно тратить эти же деньги для того, чтобы становиться лучше, и расходы одинаковые. Мгм. Ну, Просто- то есть это не какие-то запредельные Это не- суммы, нет, любой человек абсолютно. абсолютно может себе позволить. Да. И добавки, и витаминки, Ну, персонального тренера. персональный тренер это недорого, это доступно, и еще, когда ты выходишь после тренировки, за которую ты заплатил деньги, Мгм. ты, во-первых, на ней выкладываешься, потому что ты заплатил деньги, и ты думаешь, нет, я хочу хороший результат, поэтому я не буду сейчас идти в магазин и покупать пирожки, и пытаешься его сохранить. Это все доступно, ничего, никаких космических сумм. Каждый может быть красивым, спортивным, здоровым, каждый. Мгм. Когда можно увидеть первые результаты работы над собой? То есть вот после первого прихода в тренажерный зал, и через сколько будут видны первые результаты? Месяц, 3?
Ну, в среднем, Год. наверное, месяц 3-4. 3-4. Да, уже идут первые результаты. Первые результаты. Это но будут не визуальные те. результаты или какие-то просто показатели, которые И возросли? показатели, и визуальную, конечно же, тоже. Мгм. Если человек действительно все соблюдает, держит режим определенный, режим в еде, режим в тренировках, то месяца через 3-4 у Мгм. него начинают уже появляться первые результаты. Но не те результаты, к которому он идет. Очень часто здесь люди допускают ошибку. Увидев свой первый результат, они перестают стараться Мгм. по каким-то причинам. То есть они расслабляются немножко, говорят, вот, я звезда, все, у меня там классный результат, все. Один кубик появился. Да, ну так это же не тот результат, к которому он шел. Мгм. Вот, тут очень важно себе дать понять, что это очень круто, работаем дальше. Анжелика, ты работаешь? Да? Как ты умудряешься совмещать работу с тренировками? Расскажи, как совмещаешь? Вообще я занимаюсь пончиками Candy Cove, то есть для меня это двойная нагрузка, когда ты в окружении вкусных пончиков ежедневно, сладких напитков, дурманящего кофе. И еще нужно успеть совмещать спорт, работу и держать себя в руках. Но у меня 2 тренировки в день. Мгм. Одна в 6-7 утра тренировка, другая вечером. Даже если мы с Леной не успеваем позаниматься, я делаю с утра кардио натощак, и после 10 вечера мы идем тренироваться с ней на залив. Да, это так. То есть, если ты захочешь, ни одна сила в мире тебя не остановит. Да, и в период соревнований, может быть, весь мир тебе кажется, что крутится вокруг спорта, но результат того стоит. То есть, при желании даже можно умудриться 2 тренировки в день, 6 дней в неделю. Хочется отметить, что это все-таки подчеркнуть, потому что нас будут смотреть зрители, что это именно в подготовительный период. Мгм. 2 тренировки в То день. есть, когда уже идет Да, конечно. усердная А так работа. у них в межсезонье по 3 тренировки в неделю. А у нас рубрика «Самый-самый». Я предлагаю вам выбрать каждый по отдельности 3 самых лучших человека в сферах, которые я буду называть. Первые статуэтки уходят лучшему актеру. Кого вы считаете лучшим актером? Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо. Лена? Данил Козловский. Мгм. А лучший музыкант? Анжелика. Сергей Трофимов. Стинг. Мгм. Лучший писатель? Эрик Бёрн. Ой. Мне нравится Пауло Коэльо. Кроме спорта еще, что любите делать? Я вот знаю, что Лена, она крутая вокалистка. Анжелика, ты чем любишь заниматься? Какое у тебя хобби? Я увлекаюсь чтением книг. У меня есть учитель, с которым я еженедельно встречаюсь в скайпе, Мгм. и мы обсуждаем книги, сложные моменты, которые были для меня, и он рассказывает мне с высоты своего опыта о них. В общем, увлекаюсь психологией, чтением книг, это тоже безумно интересно. Мгм. Лена, расскажи нам немного про свою вокальную деятельность. Оу. Да, помимо того, что я тренер, я еще вокалистка. Как это сейчас модно говорить, джаз-вокалистка. Хотя приходится петь и не только джаз. Выступаю в различных заведениях. Также являюсь телеведущей. Вот. В общем, вот такие вот у меня увлечения. Ну, достаточно широкий, если взять спорт, вокал, Да. телевидение. Ну и как не спросить про планы на будущее. Я знаю, что 5 числа у вас планируется мероприятие. Что это за мероприятие и как вы к нему готовитесь? 5 ноября будет проходить 5-й открытый кубок по фитнес-бикини Men's Physique. У нас в Чебоксарах. Мгм. Мы будем выступать. И уже наконец-таки, я очень надеюсь, что моя девочка постарается уже взять все-таки золото. Да, Анжелик? Я сделаю все, что от меня зависит. То есть вы нацелены на самый верх пьедестала? Да. Мы составим очень сильную конкуренцию. По крайней мере, мы составим очень сильную конкуренцию всем остальным участникам и тренерам. Анжелика, я смотрю, у вас очень такие серьезные цели. Как подготовка проходит?
Отлично, но единственная сложность, то, что он будет 5 ноября, а до этого как бы еще достаточно долгий период ожидания, и поэтому ты нервничаешь, переживаешь, хочешь побыстрее поесть что-то запретное. Вот в этом основная сложность. Ну, ты уже физически готова, я имею в виду, там же очень усиленные подготовки идут, я так понимаю, уже за несколько недель. Я думаю, что форма будет еще лучше, чем была. Мгм. Вот, по крайней мере, я сделаю все, что от меня зависит в этом плане, и я думаю, мы достигнем цели, которую хотим, по крайней мере, сделать все, что от нас зависит. Ну, девочки на самом деле большие молодцы, им пришлось и приходится намного тяжелее, нежели другим участницам данного конкурса, потому что форму мы уже подготовили к 4 октября, если я не ошибаюсь, да? К 1 Первому. октября. К 1 октября, потому что Самара у нас была 1 числа. И держать больше месяцев форму, это правда очень сложно. Мгм. То есть не разъедаться, держаться низкоуглеводной диеты. Это упадок сил, упадок энергии, конечно же. Но они у меня очень девочки стойкие, очень характерные. И, в общем, поборемся. Что ж, девушки, желаю вам завоевать золото на этом соревновании и в дальнейших соревнованиях тоже занимать как минимум призовые места. Ждем вас в гости уже с золотой медалью. Спасибо вам Спасибо. большое. Спасибо. С вами была передача «С кружкой у камина». Встретимся завтра в 22:00 на телеканале «Зима».